Сегодня наш путь лежит в бывшую столицу Ирана, нынешнюю культурную столицу. Третий по численности населения город-мегаполис в Иране после Тегерана и Мешхеда. Место, где проживают самые жадные иранцы. Да, ведь именно про их жадность слагаются шутки и рассказы внутри страны. Город – крупнейший и лучший производитель гяза. Нет, не газа, а гяза. Белого золота, особого подарка угощения для гостей. Город известный как половина мира, так как на протяжении всей истории он был местом обитания разнообразных культур, искусств и архитектурных сооружений. Пункт остановки классического маршрута для иностранных путешественников. Мы прогуляемся по самым знаменитым местам этого города, а также посмотрим, что скрывают стены этого города после наступления темноты. Ну что ж, приготовьтесь к путешествию в Исфахан. Наша первая самостоятельная поездка. До приезда в Иран у меня было столько планов относительно путешествий по данной стране. Хотелось увидеть все и сразу. Но жара, честно скажу, притупила всю активность, особенно у моего мужа, которого было очень сложно сдвинуть с насиженного родительского гнезда. Разгар лета, не сезон, скажут вам иранцы, сидите дома. А потом осень, дожди, холода, опять не сезон. В общем, как говорят, отпусти, повалюся. Я поняла, что пока сама не возьмусь за организацию процесса, ничего не будет. Поэтому занялась поиском отелей и билетов на автобус. Куда поехать? Что посмотреть? Провинция Исфахан соседствует с нашей провинцией Лористан. Сам город Исфахан находится в 388 километрах от Харамабада, где мы проживаем. На автобусе это 5 часов, в общем-то терпимо. Поэтому выбор пал на этот маршрут. Иранцы, прежде чем ехать куда-то в другой город и бронировать отель, сначала вспоминают, а есть ли какая-то родня у них в этом городе, у кого можно заякориться на время путешествия. Из близкой родни у нас там никого не оказалось, только какие-то родственники жены брата мужа. Перспектива быть незваным гостем меня совсем не радовала, поэтому решили ехать самостоятельно. По пути наш автобус остановился на заправке, разгулялся очень сильный ветер и стал накрапывать дождь. Неужели не повезло с погодой? В магазине купили 2 мороженых. Кстати, очень редко здесь встречала вкусное заводское мороженое, которое продается в упаковках. Разливное, развесное, уличное, в рожках обалденное. А вот такое, сколько не пробовала, до качественного пломбира очень далеко. После какой-то непонятной потасовки нашего водителя и какого-то мужчины на парковке мы снова отправились в путь. Это мое второе посещение города Исфахан. Впервые меня сюда привезли в 2010 году в рамках семейного турне новоиспеченной невестки. Тогда мы сюда приехали с семьей старшего брата мужа, к той самой родне его жены. Что же я помню с той поездки? Да в принципе мало чего. Во-первых, многие исторические достопримечательности были закрыты на ремонт. Ну и так как мы в основном посещали их вечером, то поэтому они были просто закрыты. В приоритетном посещении нашей команды были торговые лавки и базар. Это именно то, что предпочитала ранее, да и сейчас жена брата мужа. Но я прекрасно помню, что я была очень впечатлена парком птиц, поэтому в этот раз хочу очень также его посетить. Ну и, конечно, покушать местное вкусное мороженое. Наконец-то мы пересекли черту города. Еще немного, и наш автобус приехал на автовокзал. Уже здесь мы столкнулись с первой трудностью. И заранее говоря, она нас сопровождала часто в этом путешествии. Это то, что по местному приложению такси водители не принимали наш заказ. Вокруг да около ходили только местные таксисты желтых машин, предлагавшие свои услуги намного дороже, чем по приложению. Когда мы вышли к дороге за пределы автовокзала, один такой водитель притормозил около нас. Пообещал отвезти за такую же сумму, как указано в приложении. Мы с радостью согласились. Уже в машине при разговоре этот водитель вызвал у меня какие-то отрицательные эмоции.
эмоции. Знаток города так и не смог найти наш отель. Высадил абсолютно в другом месте. Договаривались на 40 тысяч туман, отдали ему 100. Говорит, сдачи нету. Вместо того, чтобы отправить его разбивать сумму в близлежащем магазине, муж простил ему сдачу. Так еще и пришлось тянуть тяжелые сумки и искать отель по навигатору. Поссорилась, не можем найти отель. Взяли такси 40 туман, заплатил 100, привез знает куда, сейчас пешком тарабань знает куда. Вот на таком позитивчике наконец-то мы добрались до отеля. Выбирали бюджетный отель с хорошим расположением и с завтраками. Свой выбор остановили на 3-звездочном отеле «Партикон». Таким образом, на сайте выглядела предлагаемая комната, которую я и забронировала. Ну что сказать, да, заселили нас в нечто похожее, но без окна. Депрессивненько, не понимаешь, когда день, когда ночь на улице, под искусственной лампочкой. Главное, что кондиционер работает, подумали мы. И решили не поднимать этот вопрос с администратором, по крайней мере, в этот день. Нас заселили в семейный номер апартаменты для 3 человек с кухней. Вот так выглядит уборная. Порадовал фен. Из плюшек зубные щетки, паста, шампунь Иван и мыло Победа. Несмотря на усталость после дороги и жары, решили не терять драгоценное время и разведать местные красоты. Это сегодня город называется Исфахан, но ранее он имел другие названия, например, Эспахан, от слова «сепох» – армия, место армии, так как здесь был центр ее сбора. После арабских завоеваний, так как в арабском письме не было буквы «П», Эспахан стали произносить как Эсфахан. Таким образом, с течением времени название города арабизировали. Кстати, персидский язык, который сегодня зовется фарси, в древности назывался парси, но из-за непривычной для арабов буквы «П» превратился в фарси. Даже в настоящее время некоторые могут сделать замечание. Например, если говоришь «я знаю фарси», тебя могут поправить и сказать «наш язык называется парси». Так как в этом видео затронулась тема арабов и персов, то позвольте отвлечься немного от основной темы видео и в свете последних актуальных событий на фоне недолюбви персов к арабам рассказать вам коротко о том, что вот уже сколько дней сотрясает иранцев от негодования. Поводом для этого стало то, что Трамп по просьбе Саудовской Аравии в своей речи во время своего визита назвал Персидский залив Арабским заливом. In the Arabian Gulf. После чего в картах Google даже стало упоминаться двойное название. Это очень сильно всколыхнуло иранскую общественность. Но эта тема поднимается уже не впервые. С 1960 года арабские страны стали оспаривать название залива. И это несмотря на то, что на всех картах и в большинстве современных международных договоров, документов залив называется Персидским. В годы правления последнего шаха Ирана Мухаммад Резы Пахлеви разговоры на эту тему, как говорится, были короткими. Так, в 1973 году группа арабских шейхов основала авиакомпанию и назвала ее Arabian Gulf Air. Когда шах услышал об этой вопиющей попытке украсть историю его страны, немедленно выслал всех арабских шейхов из Ирана, а также приказал иранским военным кораблям занять позиции поперек Персидского залива, поскольку это было расценено как акт войны по отношению к Ирану. В течение 48 часов название было изменено просто на Gulf Air, и арабская сторона принесла официальные извинения Ирану. В 1975 году в интервью известному американскому журналисту Майку Уоллесу Мухаммад Реза Пахлеви также дал короткий и четкий ответ по поводу названия залива. Я пересекал залив, который вы называете персидским, а не арабским. А почему вы называете его заливом? Разве вы не ходили в школу? Да. И какое название вы там изучали? Во времена школьной учебы. Персидский залив. Все правильно. Но они называют его арабским. Так они могут много чего говорить. Но в последние годы этот вопрос поднимается все чаще и чаще. Хорошо помню, как в 2004 году снова были попытки изменить название залива со стороны арабов. Но благодаря иранским пользователям интернета, которые закидали Google жалобами, при поиске Arabian Gulf Google стал выводить ошибку.
На данный момент в Лиге арабских государств и в документах ООН на арабском языке название звучит как Арабский залив. Но в международном масштабе официально название пока что никто не менял. Итак, сразу же после заселения мы пошли гулять и оказались в самом центре главной достопримечательности Исфахана на площади Нахши-Джахон. Расстроило то, что время работы всех исторических объектов на площади никак не приспособлено под местную погоду и ритм жизни самих иранцев. Что-то работает до 17, что-то до 18. В этот день мы никуда не попали, так как выбрались ровно в 18 часов. Пришлось планировать турпрограмму в самый разгар дня под солнцепеком. Расскажу вам про саму площадь Нахши-Джахон. Дословно она переводится как «карта мира». Ее историческое название – Площадь Шаха, но после Исламской революции 1979 года была переименована в Площадь Имама. Площадь является центром исторического комплекса. По 4 сторонам находятся ее главные достопримечательности – дворец Али-Капу, мечеть Шаха, нынче мечеть Имама, мечеть шейха Лотфоло и ворота Кейсарие. Помимо этих зданий, вокруг площади расположено 200 двухэтажных комнат, снизу магазинчики, а сверху мастерские ручной работы и склады. Это прямоугольная площадь длиной 560 метров, шириной 160. Многие исторические источники относят современную структуру площади к периоду правления шаха Аббаса I. Датой завершения строительства считается 1636 год. Когда-то здесь был обширный просторный сад. В нем располагались правительственные здания и дворец. Открытая территория сада называлась Дарб-Кушк, площадь Кушк. Здесь проводили казни, праздновали Навруз, проводили церемонии зажжения огней, фейерверки. В целом такой дизайн площади свойственен для Ирана, когда воедино сочетаются рынок, правительственный центр и религиозные мечети. В мае 1979 года площадь Нахши-Джахон была зарегистрирована в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А вот в 2001 году ЮНЕСКО объявил, что исключит данную площадь из списка этого наследия. Что же произошло? В 1997 году на расстоянии 700 метров от площади власти решили снести исторический караван-сарай Тахдида, который на тот момент являлся национальным памятником Ирана. На его месте развернули масштабный проект по строительству Исфаханской цитадели Джахан-Намо высотой в 50 метров. Изначально власти планировали благоустроить эту территорию в 17 тысяч квадратных метров и разместить там зеленую зону. Но муниципалитет Исфахана посчитал, что это повлечет огромные затраты и решил возвести там коммерческий проект, который будет намного выгоднее. Так и сделали. Без всякого согласования с Департаментом культурного наследия было отстроено 6 этажей здания. Это сооружение подверглось огромнейшей критике. Оно не имело ничего общего с традициями и культурой этой части города, приводило к заторам на дороге и вообще не имело никакой эстетики. Оно напоминало средневековые военные крепости и не имело вообще никакого отношения к иранской архитектуре Исфахана. Этакий и не Восток, и не Запад. Зато там было 380 магазинов, ресторанов, офисные помещения, отель, 3 кинотеатра, конференц-зал, бассейн. А в чем, собственно, заключалась проблема? Самой важной особенностью площади Нахши-Джахон является ее голубое небо. В какой точке площади вы бы ни стояли, в небе не видно ни одного строения, ни старого, ни нового. А вот после строительства башни она стала видна с территории объекта всемирного наследия Нахши-Джахон. Новое здание нарушало конструкцию исторической оси. ЮНЕСКО направила инспекторов в Исфахан для посещения объекта. Они заявили, площадь Нахши-Джахон нельзя рассматривать изолированно от ее окрестностей. Горизонт, а также исторический и культурный ландшафт площади были искажены. Иранское правительство обязано принять меры по изменению башни Джахон-Намо. ЮНЕСКО дала Ирану 2 года на корректировку башни до февраля 2005 года. Развернулся конфликт между городским советом и муниципалитетом, которые организовали это строительство, и Департаментом культурного наследия этого города. Дело дошло до местного суда, и даже тогдашний президент Хатами был вынужден вмешаться. 29 февраля 2005 года башня была изменена, снесли 2 верхних ее этажа, чтобы более не наносить вред культурному ландшафту площади.
А сегодня наш первый день в Исфахане, честно говоря, не совсем удачный. День получился разбитый, потому что мы приехали в Исфахан около 4, пока нашли отель, заселились. Я даже не смогла отдохнуть, мы были 6 часов дороги. Вышли, естественно, уже вечер, стемнело, купили мороженое, решили что-то перекусить на ужин, потому что мы целый день ничего не кушали. Зашли в этот традиционный ресторан. Исфахан очень знаменит своим национальным блюдом бирьони. Хочу попробовать непосредственно в этом городе в оригинальном исполнении. Сегодня, к сожалению, нам не удалось посетить какие-то достопримечательности. Во-первых, сегодня в Иране большой праздник Курбан-Байрам, и многие заведения закрыты. Ну и в целом, так как мы приехали вечером, поэтому, к сожалению, никуда уже не попали. Ставили основную программу на завтра, и сейчас будем ждать ужина. Я хочу попробовать такую похлебку из баклажана, и возьмем еще греческий йогурт с чесночным таким привкусом, называется мусир. Начнем с халима из баклажан. Это такая похлебка, в нее добавляется много мяса, из-за чего она так вот тянется. Честно говоря, для наших людей, мне кажется, не совсем зайдет. Очень специфическое блюдо. В конце отдает такими специями, прям остреньким чем-то. Но, естественно, здесь баранье мясо, бараний жир, баранье масло, наверное. И поэтому очень-очень сильно ощутимый запах барашка. Но не для каждого дня. И я бы, наверное, больше не повторяла. Попробуем знаменитый йогурт с чесноком. Мосте мусир. Вот это вкусненько. Воздушная текстура и кисленький. Очень вкусно. Попробуем знаменитые бирюни. На вид, честно говоря, не совсем как коровья лепешка. Немножечко оторву. Это муж заказал, но я решила попробовать. Нет, вот это, честно говоря, очень вкусно. Очень приятный вкус. Правда, не хватает соли, на мой взгляд. Вот это то, что запеченная лепешка, очень вкусно. Попробую еще. Не знаю, что это такое. Что-то похоже на печень, может, легкое. Это мне не очень понравилось, но вот эта лепешка очень вкусная. И мост хороший мост. Ой, видно, что тут с шафраном что-то из-за желтого цвета. Это очень вкусно, но это сладкое. Это десерт. Это десерт, я не знаю, с чего оно делается. По-моему, тоже делается с мяса. Но сладкий десерт, очень вкусно. В этот вечер наша прогулка в основном ограничивалась территорией площади. Здесь можно очень долго гулять, глазеть на витрины. На зданиях вечером включают красивую подсветку, которая придает пространству особую атмосферу. Людей было очень много, наверное, из-за пятницы, выходного дня. Выйдя за пределы площади, на прилегающую к ней торговую улицу увидели огромную очередь. Оказалось замороженным. Поддавшись стадному эффекту толпы, мы также решили потратить в ней свое время и попробовать мороженое. Встали мы в нее в 18:40. Мороженое в своих руках я увидела в 19:20. 40 минут мы здесь прождали. Вывод – оно того не стоило. Взяли фисташковое. Да, было вкусно, но не настолько, чтобы я захотела снова повторить этот опыт. Я вспомнила, как однажды мы отстояли очередь за мороженым в Тегеране с другом мужа, который порекомендовал нам его. Вся эта очередь, представьте, зачем? За мороженым. Мороженым, боже мой. Что ж это за чудо такое? Будем смотреть. Там мы ожидали больше часа, и вы знаете, оно реально того стоило. Это было райское удовольствие. Это как торт Наполеон, только с мороженым. Это мороженое с шоколадом и нутеллой. Действительно, оно стоило того, чтобы подождать. Час мы провели не зря. Пока мы ели мороженое, а после ужинали, на улице окончательно стемнело. Мне показалось, что людей стало еще больше. Все газоны были забиты покрывалами, на которых пикниковали местные. Дети играли в мяч, катались на велосипедах, с бешеной скоростью проносились лошадиные повозки. Весь периметр площади был заполнен людским шумом. Погуляв еще немного, вернулись в отель.
правда, ненадолго. Дико устали, хотим спать после дороги. Та ситуация, когда возраст говорит: отдохни, отдохни. Ну нет. Я полон сил. 10 часов мы выдвигаемся еще раз на улицу. Глянув на карту, увидела, что недалеко от нашего отеля, но так мне показалось в тот момент, примерно в 2 километрах находился мост Хаджу, который вечером имеет просто замечательный вид. Такси по приложению, естественно, мы не нашли. Решили топать пешком. Хаджу-бридж – это арочный каменный пешеходный мост. Сначала я подумала, что это знаменитый Сиосе-Поль, 33 моста. Уж очень они были похожи друг на друга, особенно в темноте. Однако оказалось, что нет, это мост Хаджу, который расположен примерно в 2 километрах от Сиосе-Поль. Мост Хаджу называют мостом Шаха, мостом Шираза. Он был построен в 1650 году по приказу шаха Аббаса II на фундаменте старого моста. Хаджу играл роль в регулировании потока воды в реке благодаря наличию затворов-клапанов под арками. Когда затворы плотины были закрыты, уровень воды за мостом поднимался, образовывая искусственное озеро. Фактически главной функцией плотины и набережной было создание озера для королевских торжеств и церемоний. Мост имеет 24 пролета, а в средней части перекрыт деревянными дамбами. Его длина 133 метра, а ширина 12. В середине было построено специальное здание, этакий павильон для временного проживания сафевидского шаха и его семьи. Также здесь размещали вельмож и эмиров, которые приезжали сюда посмотреть соревнования по плаванию и гребле. Ведь именно для них перекрывали плотину и создавали то самое искусственное озеро. Еще несколько лет назад река Заян-де-Рут играла ключевую роль в водоснабжении Исфахана, однако сегодня от ее стока не осталось и следа. Кризис в реке обусловлен неэффективным управлением, переброской воды в соседние провинции, чрезмерным сбором урожая для сельскохозяйственных и промышленных проектов. Все это привело к тому, что некогда многоводная река достигла своей критической точки. Ночью в темноте сначала я не обратила на это внимания, но днем, конечно, сразу видно. Гуляя по мосту, мое внимание захватили танцующие тени на камнях арок. Доносились звуки барабанов, шум хлопков и голосов. Мы пошли туда. Под мостом в объятиях темноты веселились иранцы. Там были и местные исфаханцы, и приезжие туристы с других городов. Несмотря на кажущуюся легкую атмосферу, ощущалась небольшая напряженность со стороны активистов всей этой заварухи. Как у нас говорят, они были на стреме. Следили за обстановкой, чтобы вовремя исчезнуть, если появятся полицейские. В целом для Ирана не свойственны такие совместные вечера мужчин и женщин с песнями и танцами. Под несвойственны я имею в виду, что это не допускается властью, типа это не по исламу, а сами иранцы и молодежь за любой кипиш. Но в стране можно наблюдать своеобразные волны, когда нельзя меняется на можно. Например, в какие-то госпраздники, исламские праздники, перед выборами можно наблюдать ослабление ограничений и запретов. Эта наша поездка состоялась в Курбан-Байрам, а также в канун выборов нового президента Ирана. Когда я в соцсетях показывала эти кадры самим иранцам, мне писали: вот пройдут выборы и пир закончится, типа все такие сборища будут разгонять. Не знаю, как там и что, но было приятно видеть веселящихся и беззаботных людей. В толпе все внимание на себя забирал усатый серьезный мужчина, который замечательно своим костюмом вписался в роль так называемого в Иране люти, даш, машти, баба шамли. В эпоху сафевидов героям не давали кличку люти. Она имела более отрицательное значение, равносильное мошеннику. Но в окрестностях Исфахана наблюдалась героическая тенденция. Их не считают ни положительными, ни отрицательными. У них была своя идеология, обычаи и традиции. Были среди них и хорошие, и плохие группировки. Во времена каджаров люти считались хранителями районов. Они брили середину головы бритвой, чтобы во время борьбы никто не схватил за волосы. В Тегеране, Исфахане, Язде в каждом районе было несколько люти. Они достигли такой
власти, что даже солдаты и патрули не осмеливались им что-то сказать. Они защищали свой район от посторонних, помогали сиротам и бедным, собирали у богатых деньги для продолжения своей деятельности. У них была своя этика и манеры, такие как уважение к старшим, любовь к младшим, помощь слабым, пренебрежение к материальному, честность и много еще чего другого. В эпоху Пахлеви они изменили свой образ, стали носить пахлевийскую шляпу, шарф из язда и обувь на высоких каблуках. Чем же они занимались? Некоторые описывали их занятия так: во времена мира, порядка и стабильности люти зарабатывают вымогательством и рэкетом, а во времена хаоса и беспорядков присоединяются к противоборствующим группировкам, занимаются набегами и разграблением. В 40-50-х годах люти стали изображать в кинематографе. Традиция героизма люти стала своего рода культурой в кино. В целом, я так поняла, что это иранские Робин Гуды, которые исчезли после исламской революции. Таким образом, прошел наш первый день в Исфахане. Ничто так не заставляет рано вставать, как включенный в стоимость проживания завтрак в отеле. Он был весьма скромен, но главное, что он был. Сегодня нас ждет насыщенная программа, поэтому завтракаем, быстро собираемся и выдвигаемся в путь. Сначала решили посетить объекты, в которые мы не успели вчера, и самым близким на нашем маршруте оказался дворец Али-Капу. День выдался жарким. Решила сегодня защититься от палящего солнца с помощью кепки и на всякий случай вокруг шеи шарфом завязала шаль, так как еще не поняла, насколько строго в этом городе с хиджабом. Друзья, хотела рассказать вам историю. На входе мы купили билет, естественно, по расценкам для иранцев. На входе мужчина у нас спрашивает: а вы откуда? Я говорю: а какая вам разница, откуда мы? Он говорит: разница есть, так как для иностранцев другая стоимость. Я говорю: откуда? Мы иранцы, мы из Харамабада. Итак, мы во дворце Али-Капу, дворец Шаха Аббаса I. Али-Капу – турецкий термин, означающий «высокую дверь». Место, где вершились дела страны и иранских шахов. Его история восходит к эпохе династии сафавидов, но точно неизвестно, когда он был построен. При шахе Аббасе I столицу страны перенесли из города Казвина в Исфахан. Это произошло примерно в 1598 году. Шах захотел выделить столицу и сделать акцент на архитектуре. Именно здесь шах Аббас I приказал построить дворец Али-Капу на большой и красивой площади Нахши-Джахон, как символ противостояния османам. Еще одна особенность данного дворца основана на принципе его видов. Так, спереди вы можете подумать, что дворец имеет 2 этажа, сбоку кажется, что дворец имеет 3 этажа, сзади 5, а на самом деле здесь 6 этажей. Это миниатюры работы известного художника, мастера эпохи сафавидов Резо Аббаси. Архитектура эпохи каджаров, которые отобрали власть у сафавидов, очень отличалась. Их раздражала память о предыдущих правителях, поэтому дворцу Али-Капу был нанесен значительный ущерб. Многие картины дворца были замазаны штукатуркой. Друзья, с этого самого балкона шах Аббас смотрел матчи по поло, а также различные шоу на площади Нахши-Джахон. Все здание украшено произведениями искусства сафавидских художников. Следы штукатурки, красивые картины можно увидеть по всему периметру дворца. А сейчас мы с вами пройдем в одну из главных достопримечательностей данной площади. Это мечеть Имама. Пятничная мечеть Аббаси – исторический памятник, построенный в 777 году нашей эры. Образование города Исфахана считают годом строительства Большой мечети. Это здание было первым исламским зданием в этом регионе. Нам также необходимо купить билет для иранцев.
Друзья, также написано, что вход в комплекс Джаме Аббаси или мечеть имама для иранцев 30 тысяч туман, по-персидски написано, а для иностранцев 250 тысяч туман. Самые важные изменения в мечети произошли в IX веке, а именно в 846 году. В связи с ростом населения возникла необходимость внесения изменений в здание мечети. Предыдущую мечеть снесли, выкупили земли у людей и построили новую мечеть площадью около гектара. Архитекторы того периода отошли от модели арабской мечети и построили 4 крыльца с северной, южной, восточной и западной стороны. Они создали новый 4-баянный стиль. Таким образом появилась иранская мечеть. Мы с вами вышли в комплекс Масджиде Джаме, пятничная мечеть. Это самая большая мечеть в Исфахане. Очень красиво. Все городские дороги вели сюда, к большой мечети. Раньше мечети не закрывались, поскольку в них днем и ночью молились люди, там учились студенты и отдыхали путешественники. Но не мусульманам вход в них был запрещен. Так было до правления Резы Шаха Пахлеви. В период его правления немусульманам также разрешили посещать мечеть. بسی گناه دارم بسی گناه دارم. Куполообразная крыша творит с эхом чудеса. В мечети невероятная акустика. Если встать под куполом, там даже место обозначено, и щелкнуть по листу бумаги, звук будет отскакивать туда-сюда, между полом и потолком, повторяясь более 10 раз. А шепот можно услышать в противоположном конце зала. Почти каждый посетитель хочет опробовать звук по-своему. Кто-то хлопает, кто-то топает, щелкает бумагой, а кто-то поет. همه توحید تو گویند В сердце самой древней мечети хранятся свои тайны. В эпоху сафевидов различные суеверия и проклятия имели огромную популярность среди людей. Шах Аббас решил разобраться с этим, поэтому пригласил учителя, сведущего в науке и религии, который также имел знания в оккультных науках. Его звали Шейх Бахаи. Шах попросил его найти способ разбить злые заговоры. Шейх Бахаи расписал плиты святыми аятами и именем Аллаха. Эти плиты были скрыты над входом в пятничную мечеть. Каждый, на ком был темный заговор или порча, пройдя через надписи, да будет его магия уничтожена. Надписи также помогали убрать венец безбрачия. И некоторые верят в это до сих пор. Во дворе мечети есть интересный камень, который показывает время азана, то есть время дневной молитвы. Он работает в любое время года в солнечные дни. Каким образом? Момент времени, когда около камня пропадет полоска тени, а на его вертикальной стенке еще не появится солнце, считается временем дневной молитвы. Стало невыносимо жарко. На территории комплекса угощали прохладным сладким сиропом. Также во дворе были установлены краники с питьевой водой. Погуляв еще немного по территории комплекса, вышли на площадь и попали на древний исфаханский рынок. Вы не представляете, насколько я счастлива сегодня, потому что я нашла для себя гиве. Гиве – плетеная обувь ручной работы, я ее очень-очень искала. Друзья, в одном из видео я вам рассказывала про гиве. Гиве – это такие плетеные
плетеная традиционная иранская обувь. И вот, наконец-таки, в Исфахане я нашла магазин, где продаются те самые гиве. Я очень их искала и хотела купить. Посмотрите, нашла вот такие. Здесь очень много расцветок, посмотрите, очень красиво, это все ручная работа. Для себя я хочу взять что-то простое, чтобы я это могла носить у себя на родине в Беларуси. Посмотрите, ну вообще очень красиво, есть и для мужчин, и для женщин. В каждой части Ирана делают свои гиве. Особо популярные это гиве Исфахана, Ларистана, Керманшаха и Курдистана. На мой взгляд, очень красиво, мне нравится в голубом цвете, очень подходит под мою одежду. Я ношу очень много голубого цвета, мне нравится. Сейчас посмотрю, может быть, еще какой-то для выбора что-нибудь с цветочком каким-нибудь возьмем, посмотрим. Очень легкая, прохладная, для летней иранской погоды самое то. Стоимость пары была примерно $5, поэтому я решила взять аж 2. Еще мне очень приглянулась вот эта модель. Здесь несколько цветов. Мне кажется, что как летний вариант тоже было бы очень-очень красиво. Подойдет под любой цвет одежды, так как базовый цвет здесь белый. Тоже очень красиво. Сразу, когда я их одеваю немножко плотно, но потом, мне кажется, она разнашивается, так как здесь нитка. Сделаны из хлопчатобумажной нити. Поэтому все дышащее, все натуральное. В общем, я свой выбор остановила на этих двух моделях. Ворота Кейсарии соединяют площадь Нахши-Джахон со Старым базаром. Они олицетворяют могущество исфаханских купцов. Над входом находится отверстие, пространство для часов, которые англичанин по имени Фести сделал для шаха Аббаса. После смерти мастера часы перестали работать, и не нашлось никого, кто мог бы починить их. Над часами также висел украденный из португальского монастыря в Армузе колокол. В 1800 году его переплавили на пушечные ядра. Примерно в эти же годы и часы исчезли. Большой базар Исфахана – один из старейших и крупнейших рынков на Ближнем Востоке. Это 2-километровая арочная улица. Этому базару почти 500 лет. Он известен как базар Шаха, базар Султана, но чаще всего его знают как базар Кейсарие. Это название происходит от города Кайсария в Малой Азии на территории современной Турции из-за сходства базара с этим городом. А затем мы наткнулись на бирьянную, и так как вчера в другом ресторане нам понравилось это блюдо, решили повторить его на обед. Исфаханскому бирьяни 400 лет. Это жирное обеденное блюдо, приготовленное из баранины и белой печени. Сначала измельчают вареное мясо, а затем обжаривают с корицей и сушеной мятой в широких медных сковородах на огне. И едят на куске жирного, промасленного бульоном хлеба и с небольшим количеством нежаренной, рубленной белой печени. На площади Нахши-Джахон у нас осталась только мечеть шейха Лютфолло для обзора. Она также была построена по приказу Аббаса I в 1619 году в честь одного из 12 шиитских религиозных ученых того времени. Ее строительство заняло 18 лет. Мечеть внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это было частное святилище для шахской семьи. У нее не было минарета и большого двора, как у традиционных мечетей. Сложные узоры фигур взаимосвязаны и взывают к идее божественной бесконечности. Все смотрится очень гармонично для глаз посетителей. Ну а мы едем дальше. Друзья, мы сейчас приехали в район Джольфа. Это район в Исфахане. Он также является туристическим. Здесь совершенно другое городостроение и вообще такое ощущение, что мы приехали в Армению. Район Джольфа известен как армянский район. Армянские купцы, которые когда-то были вынуждены приехать сюда, начали восстанавливать город, привнося что-то новое в Исфахан. Первая типография, первая печатная книга в Иране, первые фотостудии, современные школы, первый велосипед, лимонадная фабрика, классическая музыка.
свою культуру и обычаи, словно растения, принесли и пересадили на почву Исфахана. Можно услышать много душещипательных историй о том, как армянские семьи без крова находились под угрозой уничтожения Османской империи, а иранский шах Аббас, как спаситель, распахнул объятия города Исфахана для них. И когда красивый город Джольфа османы превратили в руины, привел армян из Джольфы с собой в Иран не в качестве рабов или беженцев, а в качестве гостей. Но самое интересное, что та самая родная армянская Джольфа была разрушена по приказу самого шаха Аббаса, да и в целом на армян у него был достаточно прагматичный взгляд. В XVI веке на Востоке основные страсти разгорались между Османской империей и Сафавидским Ираном. В центре противостояния этих двух сил оказалась бедная Армения, которая и стала ареной походов этих двух могущественных правительств, которые вели сражения и дербанили территорию Армении. Армянские купцы издавна пользовались большими экономическими возможностями и устанавливали торговые связи с Востоком и Западом. В XVI веке они считались самыми богатыми купцами на Востоке. С первых лет своего правления шах Аббас приложил немало усилий, чтобы завоевать доверие армянских купцов и, конечно же, их экономические возможности. Он пообещал предоставить им все условия для жизни, работы и деятельности внутри Ирана. Все эти войны и хаос делали невозможным продолжение торговли и проход караванов армянских купцов. Группы армян, узнав о намерениях шаха Аббаса, отправились в Исфахан. Таким образом, шах привлекал в свою страну экономическую мощь. Он направил все свои усилия на их постоянном поселении в Иране. Им выделили земли на юге Исфахана, на берегу реки Заянде, для строительства домов. Там они и основали новый город, новую Джольфу. Благодаря упорству жителей и поддержке шаха в течение 20 лет новая Джольфа стала одним из богатейших армянских поселений, их религиозным и культурным центром. Главной исторической достопримечательностью этого района является церковь Святого Христа Всеспасителя. Ее также называют церковь Ванг. Ванг в переводе с армянского означает «монастырь». Данный собор 1664 года и посвящен депортированным армянам. Ведь при переселении 300 тысяч армян утонули в реке. Здание построено из глиняных кирпичей, имеет 2 купола. На территории есть музей Хачатура Гесараци. Внутреннее убранство церкви Ванг произвело на меня огромное впечатление. Все очень отличалось от привычных католических и православных церквей, которые я видела ранее. Большинство фресок церкви посвящены темам из Священного Писания. Можно увидеть изображения страшного суда, которые выглядели очень устрашающе. Мы погуляли по району, зашли в магазинчики, с замиранием сердца прошла около хиджабного рейда. Выдохнула, когда ко мне никто не прицепился. Приняли за туристку. Мы зашли в фастфуд. Здесь продаются вот такие вот замечательные сэндвичи с фалафелем. Не знаю, как по-русски правильно, здесь говорят фалафель. Мы взяли сэндвич с фалафелем и с баклажаном. Очень вкусно. Так вот, почему Бразилия? Данное заведение принадлежит абаданийцу. Это город также в Иране, на юге, очень жаркий. Так вот, говорят, что абаданийцы очень любят Бразилию. У них даже одежда в данном кафе желто-зеленого цвета. Настолько они поддерживают Бразилию. Здесь мы даже обратили внимание на время в Абадане, сколько сейчас, как и в Исфахане, в общем-то, а в Бразилии сейчас вон сколько. В целом нам очень понравился район Джольфа в Исфахане. Какая-то своя такая атмосфера, интересное городостроение. В целом Исфахан нас очень впечатлил, потому что, в отличие от Хармабада, что мы здесь заметили, очень широкие пешеходные проходы, пешеходные зоны. Везде равнина. Очень много мотоциклов, очень много просто. Здесь даже можно увидеть девушек, которые на мотоциклах, при том, что я раньше считала, что в Иране это запрещено. Но, например, нам водитель такси рассказал, что в определенные дни якобы здесь вообще разрешено всем подряд садиться на мотоцикл и
заниматься ездой. Мы сегодня видели также девушку, которая была на мотоцикле. К сожалению, я ее не успела снять, но, тем не менее, такое здесь есть. Друзья, мы продолжаем гулять по району Джольфа в Исфахане. И я заметила, что по всему городу расставлены вот такие вот ограничивающие проезд автомобилей и их парковку бетонные столбы. И приятно, что градостроение, администрация не поскупилась. И по всему этому району разбросаны именно такого плана столбики. Очень украшают город, и самое главное, мне нравится, что на них можно присесть и отдохнуть. Наш сегодняшний день был очень насыщенным. Вечером забрели в небольшой дворик. По его периметру везде сидели люди и отдыхали. Мы купили по стаканчику кофе и тоже уселись на лавочках. Отсюда не хотелось уезжать, настолько было уютно. Этот район оставил только положительные эмоции и желание снова сюда вернуться. Сегодня мы должны были выселяться из отеля, но решили продлить еще на одну ночь. До этого не обращала внимания на шкаф в комнате, тумбочку и ее содержимое. Открыла и увидела принадлежности для чтения молитвы. Там лежал коврик, Коран, камень, которым касаются лба, и салфетка для него. На тумбочке была приклеена стрелка-указатель, в какой стороне Мекка, то есть в какую сторону молиться. Я так поняла, что во всех отелях это обязательные принадлежности каждого номера. Мы продлили себе еще одну ночь в Исфахане, но поменяли комнату. Теперь это комната, имеющая окно, красивая, в бежевых тонах, открытая. Нам здесь больше нравится. Стоит немножечко подороже, но оно того стоит. Сегодня у нас по плану поездка в парк птиц. Но перед выездом решили поменять доллары. Загуглили, где это можно сделать, и оказалось совсем рядом. Обменный пункт находился на перекрестке. Когда мы туда подошли, увидели толпу мужчин. Все как будто бы чего-то ждали. В общем, я так и не поняла, что за ажиотаж. Уже на подходе перекупы стали предлагать обменять валюту. Но мы решили заглянуть в пункт обмена и увидели странную надпись. Вносить доллары внутрь обменного пункта запрещено. Поэтому все-таки пришлось прибегнуть к помощи местных менял. Сегодня наш третий день в Исфахане, и мы решили посетить парк птиц. Честно говоря, я помню, что я здесь уже была 14 лет назад, и тогда на меня этот парк произвел очень большое впечатление. Все птицы практически находятся в доступе, в свободном, как, например, вот этот вот, не знаю, лебедушка такая красивая, черная, сидит такая, потупивши головушку свою. Красивые павлины. Мы только-только зашли в парк, но вот уже здесь много чего интересного можно увидеть. Посмотрим за 14 лет, поменялось ли здесь хоть что-либо, улучшилось, ухудшилось. Мне самой очень интересно. Надеюсь также, что сегодня мы успеем посетить аквариум. Данный парк, к сожалению, работает только до 5. Мы вынуждены были приехать в самый пик жары. И аквапарк работает до 6. Очень маленькое время, я считаю, для посещения. Но постараемся сегодня все посетить, успеть. Я вчера целый день гуляла вот в таком же виде, в кепке. Шаль у меня на плечах лежит. И мне никто ни одного замечания вчера не сделал. Мы ходили и в мечети, и в различные туристические объекты, но приехав сюда, на входе мне женщина сделала замечание, чтобы я накинула на свою голову шаль. Это был первый раз, когда до меня докопались. Ну, естественно, что перед ней я это делаю, выхожу в парк, и все встает на прежние места, при том, что сами иранки нифига не соблюдают. И смысла вот этого вот, ну, это уже другая история. В целом было неплохо. Конечно, эффекта вау, который у меня был в первое посещение, сейчас не возникло. А может быть, это было связано с жарой в тот день и накопленной усталостью. Ну и, конечно, так как мы хотели посетить еще и другие объекты в этот день, то смотрели все в спешке. В километре от парка птиц находится аквариум исфаханский, и мы его также решили сегодня посетить. На указателях и на входе везде было указано именно как аквариум, но все-таки, наверное, по-русски это называется океанариумом. Помещение было совсем небольшим. Рыбы находились в относительно маленьких аквариумах, хотя, честно говоря, мне не с чем сравнить, так как подобные объекты я раньше не посещала.
Но сами иранцы мне хвалили Исфаханский океанариум. Больше всего впечатлил стеклянный подводный тоннель. Возникало ощущение полного погружения под воду. Была шокирована, когда в этой темноте ко мне со спины подплыла черная каравелла и прошептала: Ханума, поправь свой хиджаб. Я оглянулась посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулась ли я. Друзья, еще одно место, которое мы решили сегодня посетить, собрали все свои силы, несмотря на то, что сегодня праздник. Сегодня что у нас? В общем, какой-то религиозный праздник, некоторые заведения закрыты, но за мной находится ванная Али Коли Ого, господина Али Коли. Мы ее также решили сегодня посетить, поэтому let's go. Перед входом уже по опыту сегодняшнего дня решила подчехлиться. Итак, мы приехали в музей антропологии, который в прошлом был баней Али Коли Ого. В древности бани были не только местом личной гигиены и очищения, но и местом, где можно было потрещать, встретиться с друзьями, также омыть покойника. Эта баня была построена в 1713 году евнухом придворным гарема шаха Сулеймана. Это был последний падишах эпохи сафавидов. Кстати, да, во дворе шаха из посторонних мужчин могли находиться только евнухи, безопасные мужчины без бубенцов. Чаще всего выходцы из бедных семей, которых родители продавали во дворец, мальчишек никто не спрашивал, согласны ли они стать теми самыми евнухами. Ну ладно, это уже другая история. Здесь у нас снова произошла какая-то не совсем приятная ситуация, когда две женщины-сотрудницы музея увидели камеру и услышали мою иностранную речь. Подлетели, стали спрашивать, не репортеры ли мы и что для этого надо разрешение. Ну, вроде бы после того, как мы сказали, что съемка для личного блога на YouTube, они успокоились. Но было не очень комфортно находиться под их пристальными взглядами. Баня состоит из двух частей – холодной и горячей. На данный момент я нахожусь в холодной части большой бани. Она служила в качестве раздевалки. Внизу в этих отсеках оставляли грязную обувь. Затем шли в горячую часть для омовения. Но чтобы надеть одежду, снова возвращались в холодную часть. Эта зона предназначалась также для отдыха, курения кальяна и чаепития. Для важных персон, так называемых ханов, было отдельное место. И в целом для купцов, духовенства или обычного люда была своя ступенька. Путь из холодной части в горячую лежит через петляющий коридор. Его структура была обеспечена таким образом, чтобы сохранять тепло. Горячая часть выложена мраморными плитами, и посетители сидели прямо на них и совершали свои ритуалы омовения, а воду брали из небольших бассейнов по бокам, а затем для омовения уже шли в большой бассейн. Перед входом в такой большой бассейн каждый обязан был пройти через известковую воду для дезинфекции ног. Макеты людей изображают различные церемонии и ритуалы, которые здесь проводили. Так человек после 40 дней траура приходил сюда, в баню. Здесь с него снимали траурную черную одежду, брили, стригли и надевали цветную. Либо жениха перед свадьбой также приводили в баню, мыли и одевали в свадебную одежду. По всей бане проложена система труб, а подача воды осуществлялась сверху из большого чана. Баня снабжалась водой из колодца, которую переносили в бак на крыше. Отопление осуществлялось за счет камина и дров. В этом здании также есть и малая баня. Она принадлежала самому Али Коли, но после его смерти эту часть сделали общественной. В пятницу большую баню отдавали мужчинам, а маленькую – женщинам. Вот эта деревянная дверь вела в малую баню со стороны улицы. Вот так прошел наш третий день в Исфахане. От этой поездки у меня остались, несмотря на мелкие моменты с хиджабом, положительные впечатления. Город очень отличается от родного городка мужа. Широкие улицы, отсутствие канав вдоль дороги, прекрасная архитектура.
Мне даже показалось, что я бы смогла здесь жить. Сами иранцы очень хорошо отзываются про Исфахан и его администрацию. Если в городе мужа, например, Харамабаде, могут навалить гору песка на проезжей части, либо что-то долго ремонтировать, то здесь такого нет. В Исфахане следят за внешним видом города и бюджет используют на его благоустройство. Друзья, благодарю всех за просмотры, буду рада вашей поддержке хотя бы в виде лайка. Подписывайтесь на канал и до новых встреч в новом выпуске.